Вы знаете секретные спутники США, те самые, которые до сих пор не дали Западу ни единого снимка москальских орд в Донбассе? Как вы не знаете о секретных спутниках и тотальном превосходстве передового Пентагона над отсталой Россией? Наверное, вы просто клятые ватники, не уделяющие должного внимания мани-мерку американской пропаганды. Нигде мощь Запада не ощущается столь сильно, как в демократично модерируемом евроукраме Цукербуке и на шумерских сайтах вроде Цензора. Кто хочет окунуться в дивный мир фантазии вроде нашумевшей войны винтовки против лазера, тому к чубатым и их выдуманным на коленке коллегам вроде фейкового аналитика Пентагона Дэвида Джуберга. Все остальные люди, которые живут в реальности, а не в огороженном мани-мерке, как-то осознают тот факт, что технического в целом и военного в частности превосходства Запада над Россией больше нет. Наши оружейники регулярно выдают на гора массу крутых разработок, от нового автомата для спецопераций до не имеющих аналогов в мире радиолокационных станций. Давайте посмотрим, что писали на эту тему в декабре иностранная пресса. Возьмем, например, материал одного из иранских сайтов. Минобороны Российской Федерации сообщила о реализации проекта, который предусматривает осведомленность и возможность контроля Москвы над любыми военными приготовлениями и передвижениями в соседних государствах. В частности, он позволит Москве отследить запуск боевых самолетов и баллистических ракет. Ни одна ракета и ни один самолет не смогут подняться в воздух тайком от Москвы. В заявлении, которое Минобороны Российской Федерации выпустила специально для прессы и российских государственных СМИ, говорится о радарах нового типа, которые будут в состоянии отследить запуск самолетов типа «Стелс» на расстоянии даже до 3000 километров. Концепция невидимости – один из краеугольных камней американской военной доктрины, в рамках которой главное напасть первыми и каким-то хитрым способом избежать ответного удара. Вот таким хитрым способом и была призвана стать технология «Стелс». Правда, что-то пошло не так, и самолет F-117, сделанный по названной технологии, сбили в 1999 году еще многострадальные сербы. 27 марта 1999 года «Стелс» был сбит в небе Югославии. Его поразила ракета, выпущенная зенитным комплексом «Куб». Он был поставлен на вооружение в СССР еще в 1967 году. Истребители «Стелс» навсегда потеряли статус суперсамолетов. Но главное ведь не что было, а что Голливуд после снял, верно? И потому шумеры и прочие американские лакеи уверены, что американцы кому угодно могут надрать задницы в присущем Пентагону ковбойском стиле. Наверняка ведь клятые москали врут о своих радарах, правда? Среди важнейших задач новой системы радаров – отслеживание и мониторинг таких целей, как поднявшиеся в воздух бомбардировщики, крылатые ракеты, самолеты, поднявшиеся в воздух с поверхности земли или палубы авианосца, а также боевых воздушных машин, размещенных внутри другого носителя. Как заявили в Минобороны России, система, в частности, предназначена для создания радиолокационного поля вдоль российских государственных границ с целью фиксирования находящихся в воздухе крылатых ракет. Данное сообщение появилось незадолго до начала саммита лидеров стран НАТО, на котором предполагалось обсудить разные варианты противодействия российскому вторжению и российской угрозе. Иранский портал не называет наименований наших новых радарных систем, но выяснить, о чем именно идет речь, нетрудно. Встречайте. Скоро небо над югом страны закроют новейшие сверхмощные радиолокационные станции НИОБИ-СВ. Эта станция, разработанная Нижегородским НИИ радиотехники, фактически уникальна. По некоторым данным, НИОБИ-СВ может разглядеть в небе с расстояния 230 километров объект размером всего в 1 квадратный метр. При этом цель может находиться в десятках тысяч метров от поверхности Земли. Еще одна уникальная способность новой станции – следить за объектом, который несется со скоростью 5400 км в час. И главный плюс станции – НИОБИ-СВ способен вести сразу 300 целей. Под прицел отечественной разработки попадают практически все типы воздушных объектов, начиная от малых беспилотных аппаратов, заканчивая вертолетами и самолетами противника. Метровый диапазон станции позволяет отслеживать и новейшие машины, построенные по технологии «Стелс». По сути дела, это настоящий охотник за невидимками. Если кто-то думает, что это единственная новинка отсталой, по мнению Германа Грефа, российской техники,
технической мысли, то вовсе нет. Есть и другие. Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке и Балтийском направлении. Об этом рассказал гендиректор НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи, разработавшего эти станции, Кирилл Макаров. Таким образом, теперь эти системы работают на 3 направлениях. Ранее они начали функционировать на Каспии. Станция «Подсолнух» способна обнаруживать цели за пределами так называемого радиогоризонта, максимального для радиолокаторов показателя. Существует 2 разновидности комплекса – для ВС России и экспорта. Характеристики российской спецификации неизвестны, однако на сайте НИИДАР представлены данные об экспортном варианте, согласно которым зона наблюдения такого комплекса 450 километров, а радиус обзора составляет 120 градусов. Он может одновременно сопровождать до 200 надводных и 100 воздушных целей. Также РЛС способна обнаруживать корабли и самолеты с применением стелс-технологий практически на таком же расстоянии, что и обычные. Думаете, и это все? А вот и нет. В конце минувшего года тот же НИИДАР передал военным еще одну разработку. Первый образец – загоризонтный РЛС «Контейнер». Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Но у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. Она составляет 900 километров. Поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны. Это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств, пояснил гендиректор НИИДАР. Также Макаров сообщил о работе над системами, которые будут способны обнаруживать пластиковые или деревянные беспилотные летательные аппараты. Если назвать все перечисленное и то, что осталось за кадром, одним емким термином, то могу предложить словосочетание «Око Москвы». Это око наблюдает, чтобы Россию никогда не постигла судьба несчастной Югославии, и чтобы западные заклятые партнеры, которые очень ценят сохранность своих задниц, не порывались вновь попытаться устроить нам блицкриг. Спасибо великим отечественным оружейникам за мирное небо над нашими головами. Благодаря труду этих людей мы можем спокойно заниматься своими делами, стараясь сделать жизнь в России еще лучше. Призываю всех вступать в наш клуб «Политическая Россия» так же активно, как и в минувшем году. А еще, пожалуйста, продолжайте поддерживать редакцию «Политраша» финансово, пока мы снова не выйдем на полную самоокупаемость, утерянную в процессе борьбы за восстановление канала, который хотели уничтожить наши недоброжелатели. Если вы поддержите нас и в новом 2020 году, то непременно увидите еще много позитивных роликов о достижениях любимой страны. И о проблемах, конечно, тоже увидите, ровно как и о предлагаемых нами методах решения этих проблем. Всех, кто отмечает, с наступающим Рождеством Христовым. Счастья вам, уважаемые подписчики! Друзья, благодаря вашей финансовой поддержке мы получили полную независимость от внешних источников финансирования. Достаточно твердо встали на ноги и продолжаем активно развиваться. Огромное спасибо всем, кто вместе с нами делает наш канал действительно главным рупором патриотов в YouTube. Благодаря вашей помощи теперь мы планируем развивать и вещание на иностранных языках, английском и испанском. О необходимости создания канала на английском языке вы говорите нам давно. Учитывая то, что это основной язык наших партнеров, искренне считаю, что мы можем начать нашу идеологическую экспансию на их территории. На Западе в целом и в США в частности немало вменяемой адекватной аудитории, которая живет в информационном вакууме. И наш YouTube-канал на английском языке может стать для них глотком свежего воздуха. Планируемая дата запуска канала – конец января 2020 года. Наш же канал на испанском языке уже запущен и направлен прежде всего на аудиторию Латинской Америки. Y planes secretos de Putin. ¿Para qué los rusos lo hacen? Siempre nos preguntan los gringos. Les contaré todo en YouTube-канал Политруссия Латино. Это стратегически важный регион, за который сейчас идет настоящая геополитическая битва. В наших с вами силах продвигать интересы нашей страны в этом регионе в информационном плане. Ну и, конечно же, мы не забываем о проблемах внутри России. К сожалению, до сих пор ролики об Украине, Грузии и Прибалтике собирают намного больше просмотров и, соответственно, приносят больше дохода от рекламы, чем ролики, посвященные внутренним темам. Благодаря вашей финансовой поддержке мы можем позволить себе продолжать делать ролики о внутренних проблемах, потому что считаем их приоритетными и важными, и не обращать при этом внимания на то, что они менее популярны. Популярность внутренних тем – это вопрос правильной информационной пропаганды. И если наши федеральные каналы в погоне за рейтингами готовы каждый день пичкать нас Украиной и кофтунами, то надежды на популяризацию наших внутренних тем остаются только на плечах нас с вами. Поэтому работа в этом направлении для нашей команды всегда будет оставаться приоритетной.
Друзья, спасибо вам большое за то, что вы есть. Благодаря вашей финансовой поддержке мы существуем и развиваемся, несмотря на все свалившиеся сложности. Продолжайте поддерживать нас финансово, присылайте нам свои материалы и информацию о ваших проблемах. Участвуйте в развитии наших новых каналов на английском и испанском языках. Ссылки на возможность оказать нам финансовую помощь и на наш испаноязычный канал будут в описании к этому видео. Еще раз большое спасибо, всего вам доброго и до свидания.